Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Довольно такой необычный, я думаю, он вам понравится сегодня. Что задумали бывшая и теща? Тещу, я знаю, многие любят в кавычках, да? Много анекдотов есть по поводу тещи. Как всегда, настраивайтесь на расклад для энергообмена, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментариях продолжаем писать ваши варианты, какие вы предлагаете мне еще видео снять, на какую тематику, не забывайте писать. Итак, смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вы знаете, не все так плохо, как кажется. Совсем не все так плохо. Вот я бы сказала, что у вас на данный момент вот как-то вот заканчивается, что ли, вот черная полоса, да, вот все больше как-то вы к позитиву склоняетесь. Это может быть и какая-то вот надежда на лучшую жизнь, надежда на то, что у вас все наладится, да, надежда может быть на новую женщину, у кого-то на новую работу, на переезд. Ну, то есть вы уже начинаете больше настраиваться на позитив. Вот если вы заметили, во многих раскладах как-то вот, ну, негатив сразу идет, да, вот как-то такие мрачные, депрессивные у вас настроения были. Хотя я вам скажу, все равно такая доля злости еще у вас осталась. Причем это, я думаю, касается, скорее всего, женщин. Это злость на какую-то женщину, на определенную женщину, про которую вы вот, ну вот не хотите, вот как на этой карте, да, нарисовано, что вот уйди, не хочу тебя не видеть, не слышать. Это злость на женщину, которая, ну, уже достала до такой степени и своим поведением, может быть, своими какими-то словами, действиями. Не хотите не видеть, не слышать ее. Деньги, которые, в принципе, вы зарабатываете, вот даются вам очень непросто, да. Вот я бы сказала, что сейчас у вас деньги это в приоритете, это зарабатывание денег. На личную жизнь, да, вы надеетесь на какие-то перемены, и в личной жизни в том числе. Но пока особых перемен вот в личной жизни, ну таких, чтобы серьезные, стабильные, я пока не вижу у вас. Так, причем я вам скажу еще, что вот эта ситуация с вашей женщиной, ну, с бывшей, я так думаю, женщиной, потому что у меня на канале тусуются, так сказать, в основном холостяки. Я это уже помониторила не один раз. Я поняла, что как бы вы остались на данный момент либо же без женщины, либо кто-то вот-вот уже на грани развода. Это я прекрасно понимаю, поэтому я уже уверена как бы в том, что я говорю. Смотрите, вот я бы еще сказала, что судя по тому, вот, что я вижу сейчас, да, вот эта ситуация, которая у вас произошла с вашей бывшей, прекрасной раскрасавицей, да, в кавычках, она вас как бы закалила, и я думаю, что вы настолько сильный урок вынесли из той ситуации, которая у вас сложилась, что вы даже стали как-то, ну, я бы назвала, наверное, более острый язык у вас стал, да, колкий язык стал, вы стали более, знаете, то ли уверенной в себе. Вот если раньше вы какие-то моменты, может быть, вот вы сдерживали в себе, что-то не нравилось, какое-то недовольство, то сейчас вот вас настолько достала вот эта ситуация, настолько вот как бы вас, ну, загнобили, что вот вы как будто вот как пружина выстрелили и сказали: все, хватит, больше со мной так никто не будет обращаться, больше никому не позволю так обращаться, да. И вот если на вас кто-то будет либо же там нападать, что-то вам против говорить, вот вы сможете отпор дать. Вот этот урок именно с вашей женщиной научил вас давать отпор, научил быть более острым на язык, да, если раньше вы где-то молчали, сейчас вы молчать не будете. Ну, то есть своего рода такой полезный урок. В принципе, я уже как бы не раз говорила в своих видео, но, может быть, некоторые не слышали, да, что нужно всегда вообще по жизни уметь говорить «нет». Вот уметь говорить «нет» – это очень важный навык, которым не все владеют. Это касается и отношений, и друзей, и по работе, абсолютно всего. Вам тогда будет проще жить.
А когда вот у нас, знаете, вот как-то так повелось, что вот когда любишь человека, ну, грубо говоря, присмыкаешься перед ним на задних лапках просто потому, что ты любишь, да, безумно любишь, ты многое прощаешь, ты на многое закрываешь глаза, да, и тем более тебе очень тяжело сказать «нет» любимому человеку. Но тем не менее нужно не забывать даже любимым людям иногда отказывать. Показывать, что есть вы, и у вас есть характер, у вас есть хотелки, у вас есть потребности, в конце концов, да, и как-то вот придерживаться этого. Тогда люди не будут так борзеть и садиться вам на шею. Вот попробуйте, да, вот я уверена, многие из вас, кстати, напишите в комментариях, я почему-то уверена, что многие из вас, ну, не умеют, либо же очень редко говорят «нет», вот как-то, ну, сложно, это сложно. Хотя, знаете, вот когда ты умеешь говорить «нет», это очень сильно повышает вашу даже самооценку. Вы становитесь более уверенным в себе, вы вот, ну, как бы умеете держать марку, да, вы чувствуете вот эту вот внутреннюю силу внутри вас, когда вы умеете это говорить. То есть это очень и очень классный такой навык. Итак, давайте-ка посмотрим, какая же бывшая ваша, да, вот пришла на расклад, какая женщина пожаловала, коротко сейчас посмотрим. Ну, злюка, ну сразу же, ну злюка. Коротко смотрим, да, не хочу никому бередить раны. Смотрите, пришла женщина, это мы бывшую, да, описываем. А вы смотрите, резонирует либо нет. Женщина злая. Женщина, которая, ну я бы ее скандалисткой назвала, да. Она может затеять скандал просто на раз-два. Из ничего может затеять скандал. Женщина, которая ради своей какой-то цели, для достижения своей цели, она ни с кем и ни с чем не посчитается. Ни с затратами, ни с силами, ни с временем, да, другого человека. Она вот как танк просто прет, да, вот к своей цели. Если она чего-то хочет, это должно быть сделано здесь и сейчас. Она считает, может быть, даже, ну, либо же считала, да, вот это бывшая, как бы, ну, у некоторых может из вас проигрываться, что это и настоящая женщина, ну, с которой у вас уже очень сложные отношения, с которой вы, может быть, находитесь на грани развода. Женщина, которая может быть импульсивная, она совершает поступки, ну, часто не думая о последствиях, она думает только о себе. Человек эгоистичный. Хотя вот она может на первый взгляд показаться такой вот белой и пушистой. Она умеет хорошо притворяться, умеет такой двуликой быть, носить маску своего рода. Женщина, которая поначалу, да, вот она казалась вам совершенно другой. Вот когда вы в процессе с ней жили, вы как будто с другой стороны увидели ее настоящее лицо. И причем это лицо оказалось, ну, совсем не таким, каким вы себе представляли, и, ну, не таким хорошим это ее настоящее лицо оказалось. Но эту женщину вы безумно любили, вы очень ее любили, да, вот если я бы сказала, что в этих отношениях больше вы вкладывались, вы больше отдавали, она же позволяла себя любить. А вот не зря говорят, что в паре один человек позволяет любить, а второй любит. А вот у вас так и было. Вот вы как-то больше любили. Да, поначалу вы думали, что и она вас любит, но это оказалось не так. Это была определенная выгода, но сейчас мы не об этом. Итак, дама довольно непростая, с таким склочным характером, ну, противная. Не нравятся мне такие женщины. Так, смотрим, какая же теща пожаловала. Я знаю, тещеньку все любят. Кстати, напишите мне также в комментариях, как вы вообще с тещей, да, вот есть у вас общий язык, находите, либо же находили, если это в прошлом было. Как к вам относилась теща? Напишите мне в 2 словах, просто интересно почитать. Всегда ваши отзывы интересно почитать. Итак, какая теща к нам пожаловала? Смотрите, теща, вот я бы сказала так, вот она сродни вашей бывшей, ну, либо же теперешней, да, вот кто еще, если живет, да, вот на грани. Они вот умеют на людях, они умеют создавать образ такой вот, ну, вся такая хорошая, белая, пушистая, что, ну, совершенно не скажешь, что у нее гнилое нутро.
Ну, совершенно вот по первому впечатлению, ну, не скажет. Вот она такая может быть и заботливая, и любящая, и внимательная, и такая вот, ну, вторая мама просто. Но это, опять же, это всего лишь оболочка. Это, как знаете, вот красивая конфетка, фантик красивый, а когда начинаешь кушать саму конфету, ну, ну просто, ну, тошнить начинает. Смотрите, женщина очень такая любительница манипулировать. Она, возможно, даже вот у кого, если тесть есть, да, она вот и с мужчинами очень хорошо по жизни командовала и управляла. В принципе, доченька ее пошла в маму. Она может, конечно, отрицать, да, что вот они совершенно разные. Нет, у них, в принципе, много есть черт характера, очень похожие. Вот это и манипуляции, и двуликость такая, да, и вашим, и нашим. Она знает, кому что, когда сказать. Она такая к своей цели пойдет, ну, как танк, вот, да, как ее доченька. Они очень и очень в этом с ней схожи. Так, вот мне почему-то теща больше заинтересовала. Давайте сейчас еще уточним по поводу тещи. Так, смотрите, я бы сказала, вот она, вот теща, она много чего сделала еще, чтобы развести вас. Вот она накручивала вашу бывшую. Она всякие гадости про вас говорила. Даже вот при разводе может проигрываться у некоторых из вас, что она вот, ну, как бы поучала свою доченьку, да, вашу бывшую, чтобы она либо же побольше денег у вас забрала, либо же побольше, я не знаю, вот почему-то мне идет насолила вам. Ну вот с помощью то ли отобрать что-то больше, да, машины, квартиры, деньги. Но вот она как-то ее наускивает по жизни, чтобы она какую-то пакость вам делала. И сейчас, может быть, даже сделала. Вот если кто еще контактирует, да. Вот как-то она называется, вот как в Ералаше, да, вот раньше было. Научи меня плохому. Ну, научи, да? Кто видел? Так, теперь давайте-ка посмотрим, что же все-таки задумали, или же, может быть, и не задумали бывшая с вашей тещей. Теща тоже может быть бывшая, естественно. Смотрите, они хотят как-то, причем здесь может быть даже задействована магия. Я думаю, это скорее теща вот такими делами занимается. Либо же сама занимается магией, либо же ходит куда-то к тем людям, которые занимаются черной магией. И они вот хотят, знаете, с помощью магии, причем, смотрите, как интересно, как-то вот такое ощущение, что вот то ли назад приворожить вас. А для чего приворожить? А давайте-ка уточним. Вот зачем привораживать, да? Интересно. Ради денег, ну понятное дело. Кто бы сомневался, ради денег. Это будет такая своего рода манипуляция. Они будут пробовать. Я думаю, даже вдвоем они пойдут. Ну, как бы инициатором это будет теща. Они с вашей бывшей либо сами, да, вот если кто занимается магией, либо сами будут пробовать, либо же пойдут кому-то, чтобы вас приворожить назад, поиграть в любовь с вами. Причем может еще проигрываться, что это будет через постель, такой приворот. Есть разные ритуалы, когда можно во время вот этих вот всех интимных плотских утех, ну, разные штуки проделывать с мужчиной. Поэтому будьте осторожны по поводу интима с бывшей. Даже если кто-то хочет чисто из мести это сделать, лучше не надо, потому что можно всякие подклады, и заговоры, и все что угодно делать, и надежду в том числе. Смотрите, через питье может быть, вот именно подлезут с любовью. Вот они могут попытаться, вот именно, знаете, с помощью магии привораживать, потом проявиться в вашей жизни, да, вот бывшая проявится, ну, под началом тещи, конечно же.
они могут проявиться с тем, чтобы предложить начать все сначала, помириться, да, вот интим тот же предлагать, вот как бы такие вот примирительные цели. Вроде бы и все хорошо. Некоторые могут даже извиниться, да, вот как бы придет, что вот я все поняла. Но это будет с целью чисто, чтобы вами манипулировать, чтобы вернуть вот некие отношения с вами. Но именно ради наживы, ради красивой жизни, потому что, ну, сейчас у них, ну, как бы и у тещи, и у вашей бывшей, я бы сказала, у них сейчас с деньгами не очень хорошо. А поскольку дамочки обе очень жадные к деньгам, причем я вам могу сказать, что, ну, сейчас я вот хочу уточнить, делилась ли бывшая с мамой. Да, она делилась. Смотрите, может быть, для кого-то это будет открытие. Но когда вот вы, допустим, жили, да, вместе, там, с семьей были, либо в отношениях, и когда вы давали деньги своей женщине, да, там, жене бывшей, которая, она делилась с мамой. То есть, может быть, у кого-то шок будет. Напишите мне, есть у вас шок или нет. Она делилась вашими деньгами с мамой, потому что у мамы были проблемы, мама тоже любит красивую жизнь, да. То есть, получается, вы давали деньги как бы вроде бы жене, да, а жена делилась еще и с тещей. То есть, вот такие еще манипуляции были. Ну, кто-то, может быть, из вас и знает все это. Для некоторых это будет культурный шок сейчас, да, что вы как бы содержали в некотором смысле и жену, и тещу. Поэтому смотрите. Подлезть они могут, но подлезть именно с помощью вот магии вас возвращать. Давайте-ка теперь еще напоследок посмотрим, получится ли у них вернуть вас вообще. Получится? Нет, не получится. Ничего не получится. Я думаю, вы их обеих, даже если они обе появятся на вашем горизонте, вы их отправите во свояси. Вы уже закаленный жизнью, наученный горьким опытом товарищ, да, уже вот эту вот наивность, которая раньше, может быть, у вас была, вы ее давно растеряли. Поэтому вы встретите в штыки. Я думаю, что вот если бы бывшая появилась у вас на горизонте, то вы бы с ней особо церемониться не стали. Я думаю, у вас особо даже желания нет с ней разговаривать. Вы хотите просто забыть ее, как кошмарный сон. Поэтому все вот эти их манипуляции, вот то, что они задумали вас вернуть, да, вот бывшая под предводительством тещи, мамочки своей, да, вот они хотят всего лишь вернуть этот достаток, да, вот именно материальную составляющую своей жизни. Они хотят поправить свое финансовое положение за ваш счет. Вот как я красиво сказала, да. Вот такой был расклад. Для кого-то может быть шокирующий немножечко. Напишите в комментариях, вы там в шоке или нет. Может быть, кому-то там нужно неотложку вызывать после этого расклада. Вот, поэтому смотрите, будьте осторожны. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!